Это эльфийский мед. Самый дорогой в мире мед, который оценивается примерно в $1000. А это изысканный десерт шеф-повара Марка Гвинберга, который стоит 3,5 миллиона рублей. В этом видео мы расскажем о самой дорогой в мире еде, о том, где ее готовят и какие ингредиенты используют. Приятного просмотра! А вы знали, сколько может стоить обычная уличная еда? Наверное, не больше 500 тысяч рублей. Как бы не так. Калифорнийский ресторан быстрого питания Sacramento Fast Food представил свое видение, казалось бы, обычного хот-дога. В состав этого блюда входят классические ингредиенты: сосиски, горчица, шведский сыр, жареный лук, бекон и еще пара соусов на основе майонеза и клюквы. Звучит вполне себе обычно, но стоимость такой сосиски в тесте составляет 14 600 рублей. Почему так много? Все дело в продукте, которого не было в списке. В этот хот-дог добавляют молоко лося. Наверное, именно этот ингредиент так сильно повышает стоимость блюда. Кстати, мы знаем очень вкусный ингредиент, который может еще больше увеличить стоимость того хот-дога. Это хамон Иберика де Бейота Альбарагенна. Всего 1 килограмм этого деликатеса обойдется в 36 тысяч рублей. Но почему так дорого? Дело все в содержании животных, из которого его готовят. Свинки для этого хамона должны быть строго определенной породы. Еще один фактор – условия содержания и питания. Животные должны находиться на свободном выгуле. При этом в их рационе обязательны дубовые желуди. Они-то и дают особый вкус, который ценят гурманы. Естественно, это и повышает стоимость продукции. Еще следует учитывать возраст животного. Свиней для хамона нужно забивать до достижения 2-летнего возраста. Все дело в качестве мяса, которое значительно меняется в зависимости от возраста. И последний фактор – время приготовления продукта. На то, чтобы грамотно завялить кусок мяса, уходит от 4 до 6 лет. Наверное, поэтому хамон столько и стоит. А в Лондоне вы сможете отведать один из самых дорогих супов во всем мире. В ресторане Каи Мэйфэйр продается блюдо под названием «Прыжок Будды через стену», и его стоимость за одну порцию переваливает за 19 тысяч рублей. В состав супа входят особые грибы шиитаке, морские огурцы, китайская ветчина, плавник акулы, морские ушки и самая обычная свинина. Видимо, из-за акулы в составе блюда оно и стоит так много, хотя все остальные ингредиенты звучат не менее экзотично. Заказывать блюдо в ресторане нужно минимум за 5 дней, чтобы успели доставить некоторые особо редкие ингредиенты. Кстати, что насчет редких продуктов? Вы когда-нибудь слышали о самом дорогом меде в мире? Его еще называют эльфийским. Так вот, на рынке он появился лишь в 2009 году. Тогда урожай стоил 4,5 миллиона рублей. Эльфийский мед официально считается самым дорогим в мире. О нем даже написали в книге рекордов Гиннесса. Но почему он стоит настолько много? Дело все в том, что его добыча очень трудная, а в год получить удается не более 7 килограмм этого продукта. Место, где находится улей этих золотых пчел, пасечник Гюнай Гюндюза, держит в строгом секрете. Известно лишь то, что добывается он в одной из турецких пещер. Гурманы ценят не только редкость продукта, но и необычный вкус и высокое содержание минеральных веществ в нем. Вообще, в Великобритании очень любят дорогие блюда. Например, тот самый хамон, о котором мы уже рассказали, используется в качестве ингредиента в сэндвиче. Подается он в отеле Кливленд Хаус, а его стоимость составляет почти 20 тысяч рублей. В состав платинового клубного сэндвича фон Эссен входит не только дорогая вяленая свинина, но и перепелиные яйца, мясо курицы особой породы пули де брес и итальянские вяленые помидоры. Конечно же, в таком дорогом сэндвиче хлеб не может быть обычным. Там используется специально изготовленная булка из закваски, которая ферментируется целые сутки. Не зря это блюдо стоит настолько много. А если вы любитель морепродуктов и у вас есть огромное количество денег, то вы можете попробовать изысканный деликатес. Правда, стоит быть очень осторожным, ведь он может вас убить. Ежегодно при поедании этого блюда погибают десятки человек. И все дело в том, что этот деликатес – рыба фугу, одна из самых ядовитых во всем мире. Вообще, в состав ее мяса не входит никакого яда. Он хранится в особом мешочке, который может очень легко лопнуть.
Одна такая смешная рыбка своим ядом может убить десятки человек. И, естественно, нужно быть особо аккуратным при ее приготовлении. Повара проходят специальные курсы, прежде чем их допустят к разделке фугу. При мельчайшей ошибке последствия неминуемы. Даже капля, попавшая на мясо, способна убить. Именно поэтому в ресторанах за такое блюдо просят почти 30 тысяч рублей. Правда, стоит задуматься, нужно ли вообще пробовать столь опасный деликатес. Не менее дешевым ингредиентом могут стать белые трюфели. Стоимость всего 10 грамм этого продукта составляет ошеломительных 10 тысяч рублей. Сколько будет стоить килограмм этого блюда, вы можете посчитать самостоятельно. Добыть этот дорогостоящий трюфель можно в Северной Италии. Стоит он так много, потому что самые дорогие виды деликатеса не выращиваются вручную, а они бывают только дикими. По этой причине они так сильно ценятся. А еще один фактор, влияющий на стоимость – срок годности продукта. Если достать из-под земли трюфель, то он сразу же начнет терять воду и всего спустя 2 недели станет негодным к употреблению. Раз уж речь пошла о дорогих ингредиентах, нельзя не отметить одну из самых дорогих специй – шафран. Речь идет об особой восточной пряности – высушенном шафране. Его используют в качестве приправы в разных кондитерских изделиях. Часто употребляют вместе с сырами, колбасами, а также ликерами, а в древние времена из него изготавливали благовония. Шафран обладает ярким, неповторимым ароматом и особым горьковатым вкусом. Его стоимость всего за 1 килограмм составляет что-то около 200 тысяч рублей. Такая большая стоимость объясняется высокими трудозатратами на производство приправы и монополией Ирана на его производство. Чтобы изготовить всего 1 килограмм пряностей, потребуется обработать около 200 тысяч цветков. Возвращаясь к самым дорогим блюдам, стоит отметить один из самых дорогих омлетов в мире. В ресторане Нормайс в Нью-Йорке подается фритто с лобстером. По сути, это обычные 6 яиц, перемешанные со сливками и зеленым луком, сверху которых положили полкилограмма лобстера. Правда, стоит это блюдо ошеломительные 100 тысяч рублей. Почему же так много? На самом деле, мы не упомянули самый дорогой ингредиент в этом блюде. Поверх лобстера обязательно кладут 300 грамм севрюжьей икры, стоимость которой составляет большую часть деликатеса. Икра стоит так много, потому что добывается она из осетровых рыб, находящихся на грани вымирания. Но даже так, она не самая дорогая в мире и занимает лишь 3-е место по стоимости. Дороже севрюжьей икры будут только белужья и осетровая. Интересно узнать, сколько бы стоило это блюдо с этими ингредиентами. Кстати, не только в омлетах используется икра морских обитателей. За 100 тысяч рублей в Манхэттене в ресторане Nina's Bellissima Pizza вы можете отведать блюдо под названием лакшери пицца. В ее состав входят лобстеры, зеленый лук, свежие сливки и, главное, целых 6 видов икры. Кстати, тесто используется обязательно тонкое, чтобы вы могли насладиться вкусом этого дорогого блюда. А за один кусочек вам придется отдать целых 12,5 тысяч рублей. Вот мы наконец-то и добрались до сладостей. В американских городах Нью-Йорк и Лас-Вегас есть замечательные рестораны под названием Серендипити. В них вы можете заказать десерт «Золотое изобилие». Правда, делать это нужно за 48 часов до посещения заведения. В состав блюда входят только самые дорогие и премиальные ингредиенты. Десерт состоит из 5 шариков ванильного мороженого, которое приготовили с использованием мадагаскарской ванили. Сверху его украшает съедобный лист из 23-кратного сусального золота, который поливается сиропом из самого дорогого в мире шоколада Амедей порцелана. Подача идет вместе с маленьким блюдечком икры с маракуйей, апельсином и арманьяком, а стоимость такого десерта составит 100 тысяч рублей. Если вы можете позволить себе на завтрак столь дорогие сладости, то стоит задуматься о том, чем запивать его. Самым дорогим чаем в мире считается дахун пао. Всего 20 граммов такой заварки в 2006 году продали примерно за 1 000 000 рублей. Откуда такая стоимость, казалось бы, за обычные листья? Все дело, как обычно, в редкости этого чая. В мире растет всего 6 чайных кустов, которые находятся у буддийского монастыря в горах Уи. Те счастливчики, которые смогли попробовать этот чай, говорят о насыщенном янтарном оттенке и сладковатом привкусе, а местные китайцы говорят, что листья дахун пао способны вылечить от любых болезней. Все 6 кустов застрахованы государством в 1 триллион юаней, что примерно равняется 140 миллиардам долларов,
или 14 триллионам рублей, а сами растения признаны священными. Видимо, из-за этого они и стоят так много. А что вы знаете о самых дорогих конфетах в мире? Стоимость всего одной конфетки La Medellina au Truffe весом примерно 50 грамм составляет 25 тысяч рублей. Интересно, сколько будет стоить коробка конфет на день рождения для своей любимой мамы. Десерт представляет из себя трюфель-перегор, который обвалили в специальном креме и покрыли шоколадной глазурью, а сверху конфетку посыпали какао-порошком. Важно отметить, что если вы решитесь подарить своему близкому коробку этих конфет, то их нельзя будет хранить как семейную реликвию. Срок годности деликатеса составляет всего 7 дней. Все дело в трюфеле, который сразу после того, как его добыли, начинает терять влагу и вскоре портится. Так что за семейным застольем нужно сразу съедать этот десерт. Кстати, заказать конфеты можно только по 100% предоплате. Ну а если вы миллиардер, который не любит гламурные десерты и блюда, а предпочитает обычный фастфуд, то Glam Burger создан специально для вас. Ресторан Honky Tonk в Лондоне специализируется именно на американской кухне. В 2009 году шеф-повар заведения представил миру свою версию одного из самых дорогих бургеров. В его состав входят только самые изысканные ингредиенты – мраморная говядина и мясо новозеландского ягненка. Все это заправляется гималайской солью, сверху кладется сыр бри, который украшается лобстером. Далее идет бекон, приправленный кленовым сиропом и белужьей икрой, а сверху кладется копченое утиное яйцо, прикрытое листом золота. Стоимость этого шедевра кулинарного искусства составляет 177 тысяч рублей. Подается блюдо вместе с шампанским и соком манго. А если вы все-таки не можете позволить отведать столь замечательный бургер целиком, ресторан предлагает всего за 2500 рублей его мини-версию. Но даже это был не самый дорогой бургер в мире. Шеф-повар одного ресторана Флэр де Люс в Лас-Вегасе придумал своего малыша стоимостью в 500 тысяч рублей. Но на самом деле это самый обычный бургер с мраморной говядиной. Все дело в его подаче. Блюдо подается вместе с бутылкой шампанского Шато Петрюс 1995 года, а также отдельная порция трюфеля и фуагра. Кажется, за такие деньги вам должны подать настоящее произведение кулинарного искусства, но на деле выходит самый обычный бургер. Видимо, этот шеф-повар был более ленивый, чем автор предыдущего блюда. Возможно, увеличить стоимость, как и изысканность блюда, можно было, добавив кусочек этого сыра. Мусс-хаус производится лишь в одной швейцарской сыроварне. Его изготавливают из лосиного молока. Кажется, именно в этом и заключена столь высокая стоимость. Просто взять и подоить лосиху уже звучит дико и невозможно, но на этой сыроварне специально выращивают животных. Их кормят только специальным экологически чистым фуражем, а также содержат в особых условиях. На доение лося уходит не менее часа, а полученный сыр из этого молока оценивается в 100 тысяч рублей за 1 килограмм. Как вы думаете, сколько может стоить самая дорогая пицца в мире? 1000 долларов? 2? Правильный ответ – 1 200 000 рублей. Ее готовит шеф-повар Ренато Виола. Вообще, любая пицца, приготовленная этим человеком, уже считается деликатесом. Однако именно он придумал самую дорогую версию этого блюда. В состав пиццы входит черная икра в дорогом шампанском, буйволиная моцарелла, норвежский лобстер, маринованный в коньяке, а также средиземноморские креветки. Продается блюдо вместе с коньяком Реми Мартен Людовик XIII. А если вы не можете понять, насколько эта пицца дорогая, то вот вам для сравнения. За эти деньги вы могли бы приобрести автомобиль Toyota Corolla. Почему-то почти никто не использовал в своих блюдах самый дорогой виноград в мире. Сорт называется римский рубин, и всего лишь одна кисточка была продана в 2016 году за 840 тысяч рублей. Растение было выведено японскими селекционерами совсем недавно, в 1994 году. Такая высокая стоимость обеспечивается сложностью выращивания винограда. Растение очень капризно в уходе, но его плоды имеют просто неповторимый вкус, а перед продажей осматривают абсолютно каждую ягоду. Она должна быть плотной, иметь насыщенный рубиновый цвет и весить более 30 грамм. А вот что делают с забракованными виноградинами – большой вопрос. А одним из самых дорогих ингредиентов в мире стала, как вы могли догадаться, икра. Да не простая, ее добывают только от очень редких белуг – альбиносов. Она имеет нежный жемчужный цвет, а также обладает мягкой пружинистой текстурой. Нести эту икру могут рыбы, достигшие 60 лет, а их вес к этому моменту составляет почти 1 тонну. Доставляется столь дорогой деликатес в золотых контейнерах,
а достать его проще всего в Иране. Ах да, стоит эта икра 3,5 миллиона рублей за 1 килограмм. Ну а самое дорогое блюдо в мире подается в ресторане отеля Lindeshaus Country House. Чтобы попробовать его, потребуется около 3,5 миллиона рублей. И конечно же, это десерт, который представляет из себя обычный пудинг. Создал его шеф-повар Марк Гвинберг. В нем используются 4 вида бельгийского шоколада, персик, апельсин, виски, естественно, сусальное золото и икра в шампанском. Украшается блюдо несъедобным бриллиантом, а подается вместе с десертным вином Шато де Икем. Надеемся, хоть один наш зритель смог попробовать это блюдо. Это были самые дорогие блюда и ингредиенты, которые только существуют в мире. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!